Привет! В данном видео я покажу процедуру замены задней ступицы, также заменю тормозной диск, тормозные накладки и проведу ребилд заднего суппорта. Поддомкрачиваем заднее колесо и не забываем о безопасности. Под задний рычаг необходимо обязательно что-то подложить, хотя бы деревяшку. Беру ВД-40 и наношу ее на те болты, которые будут раскручиваться. Также наношу на разъем датчика АБС. Беру головку на 12 мм и откручиваю два болта, которые с обратной стороны крепят подвижную часть суппорта. Далее беру отвертку и снимаю трос стояночного тормоза, отвожу его в сторону. При помощи той же отвертки разъединяю суппорт на две половинки. Снимаю тормозные накладки. Как видно, одна из накладок целая, а вторая накладка истончилась почти что до металла. Износ неравномерный. Вовремя заметил и хорошо, что обслужил. Далее беру головку на 21 мм и пытаюсь снять скобу, которая крепит суппорт к заднему рычагу. Использую резиновый молоток, и болт поддается. Откручиваю также второй болт и снимаю скобу суппорта. Пыльники целые, это хорошо. Далее беру биту звездочку и снимаю тормозной диск. Он крепится всего на одном болту. По диску вижу то, что выработка достаточно существенная. Диск тоже будет под замену. Беру головку на 8 и откручиваю защитный кожух. Далее идет опциональная часть. Я буду делать ребилд задних суппортов, поэтому мне необходимо демонтировать тормозную магистраль, чтобы снять окончательно суппорт. Наношу ВД-40 и откручиваю тормозную трубку. Почему я это делаю? Потому что пыльник на суппорте надорвался, плюс непонятно какое состояние уплотнительных резинок на самом суппорте. Обслужу, почищу от ржавчины, покрашу. Снимаю разъем АБС датчика, предварительно нанеся на него ВД-40. Снимается без проблем, но надо быть аккуратным, потому что разъем нежный. Снимаю болт АБС датчика, откручиваю его, подеваю сам АБС датчик отверткой и аккуратненько вытаскиваю. АБС датчик имеет направляющие, то есть надо предельно аккуратно его вытаскивать, не перекашивая.
Снимаю защитный пыльник. Теперь пара слов про сам набор. Набор я купил максимально полный, считая, что у фирменного набора будет качество получше. Оказалось, это не так. Металл плюс-минус во всех китайских наборах одинаковый, поэтому не переплачивайте. Для снятия и установки ступицы на Т6 нужна оснастка на 85 мм. На ней вот видны вот эти выемки. Эти выемки обратной своей стороной позиционируются на рисках, которые есть на рычаге на подвеске. Вот, соответственно, эти риски, показываю на них отверткой. Устанавливается, соответственно, выемка напротив этой риски и далее смыкается болтами. Комплектные болты недостаточной длины, потому что эти половинки смыкаются не полностью. Приходится использовать отдельные шпильки. Почему, собственно, металл не очень? Вот стягивающий болт. После снятия ступицы и установки на соседней стороне кое-где заживало резьбу. Здесь я собираю конструкцию вместе с упорной пластиной, устанавливаю в нее пальцы, устанавливаю болт и размещаю ответную часть, закручиваю гайкой. Здесь видно, что чуть-чуть перекошена оснастка. Сейчас я ее подправлю. Вот, подправил. Это важно соблюсти, чтобы не заживало оснастку, потому что, повторюсь, металл очень мягкий. Поначалу идет достаточно туго. Я использую большой вороток, но стоит сорвать, и, в принципе, дальше уже идет нормально и снимается обычной трещоткой. Далее надо зачистить упор, в который упирается ступица. При этом желательно минимально касаться самого посадочного пространства, чтобы не изменить его геометрию. Ну и немного эстетики с внешней стороны. Для установки новой ступицы использую другую часть комплекта из оснастки, тоже 85 мм. Здесь уже смыкание плотное, поэтому можно использовать штатные болты. Немного густой смазки для подшипников. При сборке надо быть максимально аккуратным, чтобы соблюсти соосность. Потому что если соосность не поймать и перекосит ступицу, то потом надо будет разжимать, разбирать и заново повторять процедуру. Поэтому не спеша, по полуоборота, постукивая резиновым молотком, позиционирую и иду. Как только ось поймал и ступица немного вошла в рычаг, в обойму, то дальше уже идет как по маслу. Собирается, в принципе, достаточно легко, с небольшим, я бы сказал, усилием. А это как должен выглядеть итоговый результат. Ступица запрессовывается за подлицо с рычагом. Ничего не выпирает. Далее процесс обратной сборки. Наношу ВД-40 на посадочное место АБС-сенсора, потому что там забилось немного ржавчины. Все болты я стараюсь обрабатывать фиксатором резьбы. В моем случае это синий локтайт.
Устанавливаю кожух. Креплю болты. Опять на Loctite. Кто-то может сказать, что эта процедура использования фиксатора не обязательная. Но по моему опыту лучше зафиксировать, чем потом в дороге что-то начнет дребезжать, отходить. Проблем с этим нет. Лишние минуты погоду не сделают. Фиксирую новый тормозной диск на болт со звездочкой. В моем случае самым трудоемким было обслужить суппорта. Я почистил их от ржавчины кар-щеткой, покрасил. Качеством покраски я удовлетворен. Можно было бы и лучше, но, пожалуй, тогда пришлось бы прибегнуть к пескоструйному аппарату, которого у меня нету. А так кар-щеткой, то есть в целом достигнуть неплохой результат. Это партномер ремкомплекта, который я использовал для замены уплотнительных резинок и для замены пыльников. Снимается это все дело достаточно легко и заменяется. При обратном монтаже я смазываю резинки тормозной жидкостью, чтобы лучше скользил и проще собирался вот этот поршень. Но далее, что касается сборки и установки самого поршня, я буду использовать подручные средства, но ни в коем случае никому не рекомендую повторять вот эту часть истории. Сейчас я уже заказал отдельный набор, но в момент сборки я использовал подручные средства. А именно у меня был разводной ключ с плоскими губками. Ну и, соответственно, прокручивал поршень и придавливал. Надо сказать, что здесь эта техника достаточно тяжело работает, потому что поршень прокручивается, но не вдавливается. То есть это можно отдельно без резинки посмотреть и убедиться. Поэтому отдельный набор лучше купить, чем тратить время. Здесь для установки скобы на рычаг я болт смазываю прям обильно локтайтом, потому что был опыт на другой машине, где подобный болт раскрутился, и были не очень приятные последствия. Поэтому здесь категорически рекомендую использовать локтайт, в отличие от других узлов и других мест. Поэтому здесь потуже закручиваем и не жалеем фиксатора резьбы. Устанавливаю новые направляющие для тормозных накладок. Они идут, как правило, в комплекте. Ставлю сами тормозные накладки. Они просто защелкиваются. Далее не попало на съемку, но, естественно, было сделано. Суппорт нужно прикрутить к тормозной магистрали. Это само собой разумеется и обязательно. В комплекте идут новые болты для крепления подвижной части суппорта. Пристукиваю суппорт и закручиваю эти новые болты. Тоже ставлю на фиксатор резьбы. Считаю, что хуже не будет. Закручиваю болты потуже. И можно сказать, что эта часть выполнена. Осталось только прокачать тормозную систему. Но об этом будет отдельное видео. Ссылку на него я оставлю в описании к этому ролику. Спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца.